Привет, подписчики! Новая идея родилась, вернее, эта идея родиться помогла девушка одна, дизайнер. У нее, значит, клиенты, и есть у них такая задача: декоративная штукатурка и где-то местами 3D-панели. 3D-панели вот такой вот разлиновкой, картинку вы сейчас увидите, но она и здесь тоже вот есть, то есть 3D-панели. Но помещение достаточно большое, и 3D-панели дорого выходит. А картинка нравится, но панели дорого. Что можно сделать? И вопрос такой был задан: можно ли из штукатурки декоративной сымитировать вот эти панели? Я думаю, что можно. Давайте вместе будем пробовать. У вас нанесена декоративная штукатурка. На данном образце у нас Crystal перламутровая краска. Она уже готовая, нанесена в цвете. И мы хотим добавить сюда вот эти элементы 3D панели. Что нам для этого нужно? Первое, мы должны разлиновать вот эти грани, где будет панель. Эти грани должны быть по уровню. То есть вы берете уровень и чертите. Так как у меня образец, он у меня размером 50 на 60, и он у меня ровной формы, я просто линейкой буду отмерять. То есть я отмеряю расстояние, какое мне нужно. Я для себя отмеряю 5 сантиметров. И здесь 5 сантиметров. Это у меня останется штукатурка. Если это большая стена, то здесь штукатурка продолжается дальше. Вот сюда я заклеиваю скотч. Заклеиваю скотчем. Вот таким вот образом, по этой линии. Скотч приклеивается для того, чтобы сама штукатурка не пострадала при нанесении вот этих вот имитаций панелей. То есть штукатурка должна остаться штукатуркой. А там, где панели, там будут панели. То же самое я делаю для симметрии здесь 5 сантиметров и 5 сантиметров. И проклеиваю также. Заодно у нас и образец новый в отделе появится. Вот так. Здесь вам нужно все это расчерчивать, размерять, идеально, чтобы было. Я себе вижу так: если у нас штукатурка декоративная в объеме и где-то панели, значит, мы нанесем, вставим сюда в уменьшенном виде якобы панель, и здесь у нас будет якобы панель. А здесь у нас будет промежуток тоже из штукатурки декоративной. Беру ровно центр и приклеиваю также скотч. То есть это место у нас будет штукатуркой декоративной. Вот так. То есть расстояние штукатурка. Дальше у нас все штукатурка по периметру. А здесь у нас будут две панели вставлены. Вот это основание вам нужно загрунтовать и нанести на нее ровным слоем, тонким, штукатурку декоративную, не фактурную, такую вот объемную, не зернистую. В нашем случае это подойдет, я считаю, лофт. Сейчас мы его нанесем. Тонкий слой, это будет фон панели. Просто тонкий слой нанесем и дадим ему высохнуть. То есть мы наносим тонкий слой, сплошной. Не зернистое покрытие, белое. Панели же у нас белые. Если вы захотите, вы их потом окрасите. Ну или можете сразу, конечно, заколеровать. И без всякой фактуры, без ничего, просто основание. Вот так. Обе стороны нанесли и дадим ей высохнуть. панель ведь она идет у нас с задней стенкой, то есть это не как рейки, это сплошное основание, поэтому мы будем наносить первый слой. Если штукатурка для вас кажется густоватой, вы можете подразбавить ее водой. Материалы на акриловой основе, они могут быть разбавлены до удобной консистенции.
нанесли и оставляем сохнуть. После того, как высохла штукатурка, то есть она полностью сухая, нам нужно снова расклеить скотч, чтобы не запачкать декоративную штукатурку, которая у нас остается нетронутой. Те края, которые у нас на штукатурке, они расклеиваются обычным скотчем, ну, допустим, 5-сантиметровым, какой вам удобно. Там 3 сантиметра, 5 сантиметров. Тут не имеет такого значения. Расклеиваем вплотную. Расклеиваем скотч снова свежий, для того, чтобы не запачкать существующую штукатурку, которая у нас остается фоном. Защищаем поверхность, которую мы не хотим испачкать. Стараемся повторять эти линии, которые у нас уже были. Дальше идет наш скотч. Дальше мы будем использовать вот такой скотч. Он уже продается у нас. Он бывает сантиметр, 6 миллиметров. То есть с помощью этого скотча мы делаем расшивку. Его можно приобрести у нас вместе с декоративной штукатуркой лофт. Я расчертила себе сантиметрики, вот эти вот, сантиметр. Здесь также сантиметр расчертила. Здесь то же самое. Чертим. Сантиметры отмеряем. Вам удобнее будет, если вы можете прямо расчертить линии. То есть не просто черточки поставить, а линии расчертить. Я этого делать не буду, потому что у меня планшет всего лишь 60 сантиметров. Мне проще не чертить. И по этим черточкам теперь мы будем клеить скотч. Мы будем делать так. Вторую линию клеим, первую оставляем целой. Вот так. Смотрите, у нас одна линия остается не заклеенная. Теперь я скотч размотаю для того, чтобы соединиться внизу с нижней чертой. Вот так. И его рукой прижму. Дальше через одну линию клеим вторую полосу. Напоминаю, что мы имитируем 3D панели, которые для клиента оказались дороговаты, а из декоративной штукатурки это вышло гораздо дешевле. Вот так вот. И прижимаем рукой. Цепляем кверху, разматываем до низу. Если у вас высота 2,50, конечно, лучше расчертите. Старайтесь, чтобы линии были все вымерены по уровню, чтобы было. Чтобы вы не нанесли штукатурку, и она такая кривая оказалась. И через одну клеим скотч. Эти панели могут быть любого цвета, то есть вы можете штукатурку нанести в белом цвете, а можете вы ее заколеровать. И они будут у вас уже в цвете, какой вы хотите. Мы решили, что они будут белыми. Какую стоимость скотча? Скотч 80 рублей за рулончик, 30 метров. Он у вас всегда в наличии? В наличии достаточно много держим. Если даже нет в наличии, то очень быстро привезем. А для регионов, если кто-то заказывает через интернет, например, с сайта или с каналов, то вы даже не ощутите его отсутствие. Вы его закажете, он к вам очень быстро приедет. Транспортные компании у нас, слава богу, есть. Работают, мы сотрудничаем с несколькими. Одна дороже, другая дешевле, одна быстрее. Ну, то есть вот, под вас подбираем. Вот так. Расклеили. И теперь наносим штукатурку. Скотч убираем. Штукатурку мы используем лофт.
мелкозернистая такая, практически она вообще не зернистая, неправильно сказала. Она мелкофактурная, выдерживает слой килограмма 1,5 на квадратный метр. И при нанесении в несколько подходов выше можно делать слои. Наносим. Вот такая штукатурка. Вот. То есть она мягкая, эластичная, не зернистая. Вот. И ее мы наносим спокойно. Мы наносим, потому что у нас все заклеено, где нужно. Слой стараемся чуть погуще, так как у нас все-таки объем какой-то должен быть. Верхнюю часть не стараемся оставить фактурной. То есть вот эту фактуру нам не надо. Мы ее максимально должны гладкую оставить. Снимаем пока с сыра. Пока он сырой. Он у нас не деформирует нанесенную уже штукатурку. Не деформирует. И более ровный край остается. Ловим скотч. Для этого нам нужно поймать его кончик. Он у нас где-то здесь приклеенный. Вот он. И снимаем. Вот так. Так, одну мы сняли полностью панель. Теперь вторую. Полностью высохла наша штукатурка. И мы можем ее наконец-то закончить. Мы снова берем скотч. И снова проклеиваем края, которые не должны быть испачканы. То есть края, которые останутся живой штукатуркой. Я напомню, что мы сейчас наносим имитацию 3D панелей, допустим. Или, может быть, это будет пилястра. Тоже вариант. Пилястры спрашивают иногда внутри дверного проема. Или как обрамление дверного проема. Ну, в любые места, куда спрашивают пилястры, вот это чем вам не пилястры. Сейчас мы ее завершим. И она будет вполне такой себе законченный вариант. Скотч придется помучиться поклеить трижды, да, получается? 3 раза мы клеили скотч? 3 раза. Ну ничего, это стоит того. Вам с этим ремонтом жить долгие годы, поэтому можно и немножко и потерпеть. Проклеиваем. Осталось-то 2 штриха, чуть-чуть совсем, буквально. Теперь, что нам нужно сделать? Острые края. Нравится? Не нравится, значит, надо их чистить. Я предлагаю сделать это так. Шпателем вот так вот торец счищаем. Это внутренний угол. С этой стороны тоже внутренний. Счищаем. А потом вот так вот шпатель поворачиваем и срезаем верха. Вот. Если хотите, можете вот так сделать. Дальше снова берем внутренний угол, счищаем. Снова второй внутренний угол. И потом поворачиваем шпатель. И вот так вот срезаем верха. То есть, чтобы не было остро и было такой более натуральный вид. Вот. Неплохо получается. Срезаем. Давайте сделаем так. Все внутренние углы срежем. А потом, вот, срежем внутренние углы. Все. А потом по верхушечкам просто разом пройдемся. И у нас будет законченный вариант. Дальше мы его покроем. Придадим еще какого-либо эффекта, чтобы было более объемнее смотрелось. И все на этом. Срезаем. Ой-ой, ладно, скотч хорошо. Да, видите, меня спас скотч. Вот, чуть не поцарапала штукатурку. Оп. И срезаем вверх. Вверх. Она высохла. Эта штукатурка декоративная лоб. Смотрите, какая хорошая. Разве есть у кого-то еще такие покрытия? Посмотрите, это у нас. Где-то видим, еще надо, вот, срезаем. Срезаем внимательно, смотрите, это не так долго занимает времени, как вам кажется сейчас. Знаете, почему вам сейчас кажется, что это долго? Потому что вы уже увидели этот процесс на одной полосе, потом на второй полосе, и все остальные полосы вам уже кажутся скучными. На самом деле, когда вы будете делать у себя дома,
это не будет так скучно, и это не будет так долго. Вот так. Вот сравнивайте. Одна почищенная и вторая. Есть разница? Есть разница. Счищаем вторую. Все. Считайте, что мы пошкурили. Теперь мы возьмем просто кисть и покроем воском защитным. То есть защитим, обеспылим. Кистью, я думаю, что будет это восковая эмульсия для защиты, а также в некоторых случаях для патинирования. Мы просто защитим нашу штукатурку. Сделаем ее более долговечной. Я хотела сымитировать 3D-панели, а у меня получились пилястры. Но 3D-панели такие тоже бывают, и рейки бывают, и все что угодно. То есть вот вам как вариант для размышления на подумать, что можно из этого сделать. Где-то какие-то дефекты, если не нравится вам, вы можете это сошкуривать излишки или добавлять. Меня все устраивает, и я не педант. Я так оставлю. И сверху я еще покрою сейчас по ребрышкам дополнительного эффекта. И снимем скотч. Посмотрим поближе. Я думаю, что на этом и закончим этот образец. Воск покрыт. Он еще у нас сырой. И прямо сейчас предлагаю это сделать. Покрыть губочкой по верхам серебристой лазурью. То есть берем чистую губку, макнули на крышку вот серебро, понемножечку, много не надо. И по верхам прямо прокатили. Я думаю, что так. Попробуем, по крайней мере. Что это нам даст? Почему по сырому воску? Потому что сама по себе лазурь, она сильно перламутровая, и вперемешку с воском она будет более спокойно смотреться. Дальше после высыхания вы поймете почему. Лазурь серебро. Выделим верха. Фактуры. Видно, не видно, но мне видно. Сейчас снимаем скотч, добавим еще немного, мне хочется добавить. Снимаем скотч. Оп. И оставляем полностью сохнуть. Я считаю, что больше делать ничего не нужно, это будет уже лишним. Если хочется поярче, то можно, значит, поярче. Но я думаю, что не надо. Как показать зрителям, что у нас верха блестят? Видно? Ну, в принципе, да. Видно ведь? Видно. Готовый вариант. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, заказывайте у нас материалы. И всем пока. Спасибо, что вы с нами.